Прическа, которая не выходит из моды. Высокий объемный хвост в этом видео. Всем привет! Я Ольга Дипри, стилист по прическам. После длинной паузы выхожу к вам с самым популярным видео на моем канале. Первое разделение. Выделяем нижнюю затылочную зону, как показано на видео, и формируем нижний хвост. Желательно, чтобы он был сформирован в середине этой зоны, не по нижней краевой линии. Делим хвост на две части для того, чтобы добавить в него максимально много объема. Для этого мы будем использовать прикорневую пудру. Если, к примеру, у вас нет прикорневой пудры, просто можете использовать сухой лак. Нанесите его небольшое количество и затем по лаку уже создавайте начес. Фиксируем это все лаком для того, чтобы наш начес не развалился. Такая техника поможет вам, даже если у вас тонкие волосы, не густые, добиться максимального объема. А это сегодня очень модно. Для накрутки я буду использовать плойку диаметром 25 мм. Если вы возьмете плойку более крупного диаметра, ваши локоны могут очень быстро раскрыться, особенно если у вас мало опыта в создании причесок. Для разделения накрученных локонов я буду использовать расческу-вилку, либо вы можете использовать любую другую расческу с редко посаженными зубцами. И фиксировать я буду жидким лаком. Он глубоко проникает в структуру локона и изнутри фиксирует поворот. Также можно использовать сухой лак средней фиксации. Перед накруткой следующего слоя локонов нам нужно обязательно выровнять поверхность созданного объема и зафиксировать это лаком. И продолжаю раскрывать локоны расческой-вилкой, разделяя их на более тонкие, более воздушные локоны, для того, чтобы не было состояния склеенности локонов, чтобы была естественность, воздушность и легкость в прическе. Дальше я делаю разделение, как вы видите на видео, с двух сторон примерно одинаково, для того, чтобы выделить височные зоны и отделить верхнюю зону и создать второй хвост. Обратите внимание, какое расстояние между этими двумя хвостами. Для того, чтобы разместить маленький валик между ними, вам нужно продумать положение верхнего хвоста, так, чтобы валик поместился. Далее фиксируем валик волнистыми невидимками. Желательно, чтобы они не были очень короткими, либо очень длинными. И также разделяем верхний хвост на слои. В зависимости от объема волос в верхнем хвосте вы можете разделять на 2, 3, 4 и больше частей, для того, чтобы облегчить себе создание начеса. И обязательно перед тем, как вы накручиваете хвостики, вам нужно выравнивать поверхность начеса, не ныряя зубчиками глубоко для того, чтобы его не вычесывать. Я это называю полировкой. Каждый начес не забывайте фиксировать сухим лаком. И продолжаю накручивать. Для того, чтобы начес не распадался, старайтесь зубчики расчески максимально доводить до основания хвоста. Начесанную прядь обязательно раскрываем по валику, для того, чтобы распределить объем волос и перекрыть максимально валик, который не должно быть видно в готовой прическе. И продолжаю накрутку. Если вы хотите, чтобы ваш хвост был более накрученным, более торжественным, вы можете начинать саму накрутку выше, нежели я показываю в этом видео. Для качественного начеса в верхнем хвосте при создании самого начеса оттягивайте его перпендикулярно вверх. Тогда колечки начеса сформируются в нужном месте и никогда не развалятся. Верхний слой обязательно тщательно проработайте расческой, вычешите, отполируйте, но не ныряйте глубоко расческой, для того, чтобы не вычесать весь объем. И накручиваем немного выше предыдущего слоя. Для того, чтобы готовая прическа выглядела гармонично и чисто, старайтесь каждый локон раскрывать равномерно, примерно повторяя раскрытие предыдущего. И обязательно фиксируйте все лаком, чтобы прическа продержалась как можно дольше. Как красиво уже она выглядит!
С верхней зоной этой прически можно фантазировать вечно. Можно заплести разнообразные плетения, жгуты. Можно сделать более объемный начес и создать ребрышки, такие модные сегодня в прическах. Пишите в комментариях, чем бы вы дополнили эту прическу, и давайте прорабатывать дальше нашу форму. Волосы с правой височной зоны тщательно вычесываем и перекрываем основание хвоста. Дальше с другой стороны фиксируем ее положение невидимкой. Хвостик также накручиваем и формируем такой же объем, такой же рисунок, как во всей нашей прическе. Волосы левой височной зоны точно так же зачесываем на основание хвоста и с другой стороны фиксируем точно так же невидимками. Невидимки должны быть плотные и волнистые для того, чтобы они удержали прядь до конца торжественного вечера. Хвостик этой пряди также не забываем накручивать и фиксировать в таком же рисунке, как выполнена вся наша прическа. Раскрываем расческой вилкой и фиксируем лаком положение. Пряди у лица прорабатываем лаком и затем накручиваем. Можно использовать утюжок для волос, либо плойку того же диаметра. Мне больше нравится работать утюжком у лица для того, чтобы регулировать направление накрутки и для того, чтобы тщательно прогреть волосы, и этот завиток остался как можно дольше в готовой прическе. Такая прическа вовсе не требует украшений, но если уже очень хочется, можно добавить веточку либо заколки в стык хвоста. Я надеюсь, вам понравился этот урок. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч!